Здрасте всем, вы на канале Рухингер. Очередное видео по Idle Berserker. Значит, советы, которые мне помогли и которые помогут вам, как новичкам, и не только, возможно. С чего бы хотелось начать? Начать бы хотелось, наверное, с идентификации наших ячеек. Берсеркер, первая ячейка у нас идет. Берсеркер. Так, говорить будем много, наверное. Постараемся побыстрее отделаться, чтобы вас не задерживать. Так, что качать из тренировки за золото? Тут, ребят, такой момент есть. Качайте силу, качайте здоровье, качайте все подряд. Но здоровье качайте в последнюю очередь. Качайте его, когда вы только начали. Качайте его настолько, насколько вам необходимо, чтобы вас не убивали, там, грубо говоря. Убийства как варьируются. Да никак оно не варьируется. Никак не заметил, что меня там убивают там и тому подобное. Как бы... Не знаю, нахер оно тут сделано. Здоровье вам нужно будет только... Когда у вас откроется вот здесь вот вкладочка, клан. Здесь будет гильдия завоевания. Вот это тут черт или чертиха. Короче, хер поймешь. Будут создавать вам конкретные главники. То есть, когда вы на них нападаете, в свое время нанося много урона, они просто-напросто вас уничтожат, и вы не сможете реализовать свой полностью потенциал. Но это, так скажем, в свое время. То есть, когда вы достаточно много будете наносить урона, а пока можно вначале забить и прокачивать силу, критический урон, вероятность и так далее. Вероятность критического урона. Критического удара, да. Вампиризм, ну, оно открывается тут по моменту того, навыки открываются, вот когда вы качаете классы. Классы качаются вот здесь, пробуждение, ну, соответственно, вам нужно выполнить определенные требования, здесь прокачать. Качайте также в силу идти, в урон по боссам. Потом я иду в силу по ярости, критический урон во время ярости, урон от умений, и последний я иду в здоровье. То есть вот в таком вот порядке. Не знаю, нужна вам такая информация или нет. Далее идет мастерство. Но в мастерстве сделайте себе две вкладки. Одну для фарма, но это вам попозже потребуется, да, когда вы уже поиграете чуть-чуть. Одна у вас будет для фарма, одна у вас будет для активной игры, когда вы играете именно сами. Когда вы боссов убиваете и так далее, и тому подобное. Значит, здесь качаем, первое идет у нас, когда для фарма качаем золото, опыт, скорость атаки, потом, ну и остальное можете в силу залететь, если еще, ну я в критический еще залетаю, вот, короче, я залетаю вот так вот. Смотри, значит, скорость атаки, опыт, золото, ну, у меня на максимум, да, критический урон, вероятность критического удара, остальное все в силу у меня залетает, и то обомородное. И так подкачиваю потихоньку. Вторая у меня вкладка, это, соответственно, золото. Мне нафиг не нужно, да, я качаю урон по боссам, урон от умений, я так и не понял, для чего он нужен, какой там урон от умений. Урон от умений, он его и не чувствуется практически. Скорость атаки качаю, значит, потом, что у нас идет? Критический урон, вероятность, и остальное все в силу. Здоровье здесь, ну, особого смысла не имеет, в принципе. Качайте здоровье вот за золото, вот. Берешь просто и качаешь за золото. И вот я сейчас качаю здоровье, потому что, ну, меня босс убивает, мне остается еще 15 секунд, то есть 15 секунд мне реализованного потенциала, который я не могу, нанести ему некоторый урон, который мне не позволяет развивать дальше клан. Так, по пробуждению сказал, по мастерству сказал, показатели. Показатели пробуждения тоже вот обновление вышло, ждал у нас, значит, две вкладки. Две вкладки создаем себе, одну вкладку для фарма, ну, у меня дерьмовые, конечно, показатели, ну, мне как бы все равно. Одну вкладку для фарма, вторую вкладку точнее, одну для фарма, другую для боссов, да, там. Это вот для фарма, это для боссов я создал. Качайте здесь, вот здесь можете нажимать на вопросик, и здесь вот показывается, какие вероятности выпадения зачарования, то есть сила от 10 до 100 и так далее. Ну, тут вот все видите, да. Вот, старайтесь выбить СССР. Но я, не особо в этом удачливый человек. Мне как бы... Давай вот так сделаем, взорвем.
Мне как бы, ну, не везет. Вот опять обосрался, видишь, и закончились. Ну, как там 1500-2000 можете, в принципе, покрутить. Ну, я вот опять обосрался, короче. Так, по рунам. По рунам нечего особо сказать. Качайте их, как они качаются. То есть идет, да и качайте. Потом откроется у вас второй уровень, первый уровень, второй уровень. И так и будете качать, а потом третий и так далее. Хрен не знает, сколько там их есть. По камням, ну, что сказать по камням? Собирайте камни, какие одного цвета в общем. Можете сделать себе подборочку. На каждый, ну, каждый вот сколько? 3 цвета тут вроде, да? И сколько там? Короче, какая кишка. Короче, 4 цвета выбирайте себе и прокачивайте их. Ну, это у меня лишка получилась. Это тоже зеленый эска выпал. Ну, вообще старайтесь, чтобы выпала эска, да. Если эски у вас будут везде стоять, это будет замечательно. Ну, у меня пока... Я не везучий парень, на самом деле, в этом плане. Так что немножко обсираюсь. Ну, а здесь можете потом их переключать, если вам надо тут. Красные, синие, там еще какие там есть, хрен я знает, выставить. Ну, как вам удобно, в общем, будет. Давай сейчас нажмем сюда на галочку вопросы и разъясним, что у нас здесь есть. Здесь у нас в настоящем времени пишутся наши показатели, то есть когда вот ярость применяется или там когда навык применяется какой-то, у нас увеличивается сила, ну на какой-то короткий промежуток времени, да, вот мы сейчас играем, вот там происходит игра где-то на заднем плане, да, но мы ее не видим, соответственно, потому что находимся в вкладке. Ну вот происходит ярость, допустим, сила во время ярости вырастает, показатели наши вырастают. Что здесь? Ну, скорость атаки, это понятно. Решающий удар, вот хоть убей, я вот сколько спрашиваю, как бы... Хер поймешь, что это такое, ребят, на самом деле. Это какая-то фигня. Можно сказать так, давайте это фигня, и мы ее отложим пока что до лучших времен, когда-нибудь я и до нее доберусь. И я так понимаю, что это какой-то из критического урона, что-то от этого зависит. Урон от умений, соответственно, понятно, то есть атака от умений, которые есть. Урон по боссам 158, ну это урон по боссам, сколько вы наносите, так скажем, драконам вот этим вот всем, проходникам, вот эти черепки, где нарисованы, проход на следующий уровень и так далее. Блокировка урона, это, соответственно, ну, параметр влияет больше вот на клановом боссе, потому что блокировка урона, вот это на дальней дистанции, на ближней, это все шляпа, потому что, ну, мобы обычные тебя никогда не захреначат, и тоже петухи вот эти вот крутые там боссы, которые там в испытаниях есть, или еще, ну, не наносят они столько урона, чтобы блокировать их урон. Вероятность уклонения, то есть уклониться от атаки, тоже хорошая тема в плане кланового босса, потому что этот петух может тебе повезти, и он просто, ну, ты уклонишься, да, и тебе повезет, а может и нет. Вампиризм, хорошая штука. Опять же, все навыки, которые здесь указаны, это почти хороши на клановом боссе, да, то есть вампиризм тот же, ты наносишь урон, и у тебя восполняется здоровье. Поверьте, я вот сейчас бы показал вам, как это происходит, но просто я просрал все ключи, а видео обосрался снимать, когда вот уже не надо. Восстанавливает здоровье вампиризм. Ускорение восстановления от умений 3%. Это значит, как быстрее они восстанавливаются. Умения ваши. Увеличение силы. Понятно, увеличится восстановление здоровья, на который, ну, процент, на который оно увеличивается. Шансы падения золота. Увеличение количества опыта. Ну, не шансы падения золота, а увеличение количества золота, выпадаемого из монстров. Увеличение количества опыта. Увеличение количества сердолика, это вот эти кристальчики, я сейчас вам покажу, о чем речь. Предметы, вероятность выпадения предметов, там оружие, бижутерия, перчатки, кольца и тому подобное. То есть чем больше, тем лучше. Сила во время ярости, понятно, тоже показатель. Скорость во время ярости, то есть когда вы впадаете в режим ярости, вот здесь вот нажимаете кнопочку, да, там, ну, сейчас перейдем покажем. Ну, в принципе, должны вы знать. Когда вы нажимаете на ярость, у вас увеличиваются вот эти показатели. Ну, это вот заметно вот здесь, вот когда он вырастает. Вот сейчас, если ярость будет, вот обращайте внимание на силу, вот 40, 44. Это вот как раз вот это и есть, вот это увеличение. Критический урон, продолжительность ярости качается от показателей пробуждения, то есть показатели пробуждения. То есть чем больше класс, то есть видишь, продолжительность ярости возрастает. Ну, и здесь написаны всякие плюшки, которые тебе дают, когда ты
прокачиваешься, значит. Продолжительность ярости, урон от яростной волны. Вот многие не понимают, да и я особо это сильно не понимаю, но это я так понимаю, когда непосредственно могу и обосраться сейчас сказать эту фигню, ну, уж как рассудит, так рассудит. Я считаю, то, что это урон от ярости, от яростной волны, это когда ты дерешься во время ярости, это урон, который прилетает по мобам. Ну, по боссам и так далее. То есть, вот чем больше этот показатель, тем больше количество урона, который полетит по боссу. Ну, во время критической атаки или что-то такое. Вот эти показатели я не знаю. Это вот эти вот, можете их вообще выбросить. Вот эти вот уроноцветные атаки. Их в топку бросаем и все, забываем про них. Атака на основе ХП. Ну, чисто по логике вещей предположить, что... чем больше у тебя хп, тем больше твоя атака. Хер его знает, короче. Ну, тут вот описания нет, ты только вот догадывайся, да, бери вот догадывайся. Ну, я постарался, как смог. Как смог, так объяснил. Да, грубо говоря. Так, по снаряжению у нас что? По снаряжению ничего хорошего я вам не скажу. В принципе, чем у вас лучше снаряга. Здесь вот. Тем лучше. Короче, показатели общие суммируются. Что это значит? То есть, если у меня одет вот этот меч, мне не обязательно улучшать его, чтобы только у меня повысилась сила. Я могу просто, вот, допустим, смотрите, вот сейчас я нажимаю усилить, у меня выросла, соответственно, атака. То есть, показатели суммируются, и так со всеми. Помимо этого добавили еще обновление, соответственно, которое показывает нам вот здесь вот. Если мы чем больше улучшаем, тем больше нам всяких плюшек дают. Это довольно-таки классная тема. Текс. Что-то мы задерживались. Ну, я же сказал, долго будем. Что поделать? Да, сколько заданий. Так, по умениям. Умения. Короче, какие я для себя выявил. Смотрите, если хотите, запоминайте, какие тут есть. Ну, просто по картинкам посмотрите. Это я ставлю, это у меня универсально. Я на них на боссов хожу и так далее. Кроме кланового босса. На кланового босса точно такая же, кроме пассивки одной. Вот эта пассивка, она нам дает щит на 3 секунды. Ну, если она прокачана. Хорошо, вроде так. Смысл в том, что... Сейчас отодвину микрофон. Когда босс нанесет вам критический урон, у вас еще будет, грубо говоря, последняя попытка, которая даст вам еще чуть-чуть, может быть, которая вот решающая для нового перехода, чтобы дали дополнительные очки. Короче, способка это классная, но использую я только на кланового босса. На остальных вот такая мне нравится, то есть оправдать себя на 100%. У меня есть другие, это я для фарма пробовал использовать, но я здесь не поставил, просто еще бесполезно нахрен. Вот, то есть вот это тоже бесполезники. Вот, короче, вот это вот ставьте, понял, если хотите там фармить и босса бить, вот эту ставьте, и вам кто-то хватит до конца игры, я думаю. Ну, пока не отдуплите сами там и не распробуйте что-то свое, да. Мне это и хватает, и вот за глаза. Главное, по испытаниям хочу сказать. У вас есть тут испытания, ребятушки. Ребятушки, у вас тут есть испытания. Самое главное испытание, есть такая штука. Зачистку. Не, сейчас прям у меня информации в голове много, я вам сейчас пытаюсь ее всю вывалить побыстрее. Зачистку нажимаем только тогда, когда мы уже 100% не можем одолеть новый этап. То есть, что я имею в виду? Мы заходим сюда, когда мы уже здесь, вот у нас 178 побеждено, вот и мы вот в 178 этих упираемся и дальше не идем, да? Только тогда ее нажимаем. И еще момент, ребята. Вот замечательно здесь сделана такая штука, как если ты не вливаешься в свои даже показатели, ну, допустим, ты вот сейчас убью я 175, да, грубо говоря, ну, просто пример привожу. И я такой, блин, я лучше тогда зачистку сделал бы. Никто не запрещает вам просто нажать и выйти за последние секунды, да, там. Просто нажимаете. И в любом так. И у вас ключи не потратятся, у вас ключи вернутся, вам не переживайте, все будет хорошо. То есть мы не справляемся. Вышли. Вот они у нас ключи. Все. Ребята, а чё? Почему такую не используешь штуку? Еще что хочу сказать. Времени много вашего потратил, конечно, уже, ребята. Но что поделать. Это видео смотрят те, кому действительно это необходимо. Ключи
даются каждый день. Ключи суммируются, то есть вам не обязательно заходить в игру. Ну, или обязательно, не знаю. В общем, смысл в том, что если вы потратили ключи, ну, не потратили, точнее, просто зашли в игру, да, там, с утра, там, какие-то задания проходили, и у вас раз времени перестало быть, и вы вышли там, и ключи вам на следующий день суммируются, то есть сегодня 2 ключа дали, завтра 2 ключа, послезавтра, и они суммируются, то есть в купе у вас будет уже 6 ключей через 3 дня, ну, грубо говоря, так, пример привожу. Не забывайте про владение Черного Рыцаря, можете даже, чтобы не париться, вот по урону, да, то есть залетаем на него, залетели на него, сейчас вот тут по способностям какие там испытания на этой неделе выпадают, там у вас заканчивается урон. Смотри, каждую секунду берсеркер теряет 20% здоровья, но вампиризм все это восполняет, понял? Видишь? То есть, ну, прикольная тема. Хотя он и нахрен здесь не нужен, даже если у меня все здоровье улетит, вот этот черт меня все равно, ну, не было такого, чтобы он меня убивал. Как бы, ну, я, может, слабый. Ну, а к чему я говорил? Вот, чтобы, если лень кому-то его постоянно нажимать, вот здесь сейчас кнопочка будет выскочить, время закончится. Вот, кому лень прожимать, скачивайте автокликер какой-нибудь, и вот сюда на каждые 4 секунды ставите, чтобы он нажимал. И он так будет нажимать. Ну, и так примерно минут 15 где-то повоюете так с этим чертом, и у вас выбьется максимальный ваш урон, который у вас есть. Ну, а что? Почему бы нет? Правильно. Всем хорошо от этого будет. Это по испытаниям, что хотел сказать, да? Далее по сотворению давайте пробежимся. Сотворять здесь кольца можете сотворять, можете не сотворять. То есть, хер поймешь, да, что сказал? Короче, по кольцам идите в самую последнюю очередь. Вы потом, ну, снивелируется все. Кольца качают здоровье в основном. Вам нужно идти на первых временах на сотворение сундуков с оружием и с перчатками. Здесь сотворяются оружие и перчатки. Примерно, ну вот, как-то смотрите по сотворениям навыки. Можете, вот, чтобы у вас и умения все выбились, вам надо так сделать. Короче, можете даже вливаться в умения сначала. Ну, не... Как, блин, ну, тут сказать, как тяжело. Короче, 1 к 3 идите, да, то есть 2 сундука этих открыли, 1 сундук с умениями. 2 сундука этих, 1 сундук с умениями. Чтобы у вас, как бы, вроде вы там и не оставали, и здесь, как бы, умения все выбили, и то-то забили про эти сундуки. Я пока забил. Я иду сейчас чистого оружия. Давайте, может мне повезет на записи. А может, я и обосрусь. Вот, просто издеваются. Давай еще, давай. Обосрался. Я дурею просто. Я вот просто неудачник. Вот единственное, ну, не, у меня, конечно, было такое, что мне повезло, да, там, в плане чего? В плане того, что я выбил СС-3, СР-3, СР-2 я выбил, а эти, ну, даже СС-1 я выбил вроде. Так что тут, ну, конечно, неудачник или неудачник, тут как бы хер скажешь. Ну, с другой стороны, мне еще, я хочу вот это. Так, что я еще хотел сказать? Касаемо фарма. Фармить можно на локациях, которых ты хорошо проходишь. То есть, когда ты убиваешь монстра с одного раза, грубо говоря. Ну, я вот так захожу. Здесь выбираю, допустим, 4-ю. Ну, как вы там, как вы укажете, да, там, чтобы монстры отлетали. Ну, вот так смотришь, да, нормально отлетают. Давай еще. Но я сейчас еще с бустом прохожу, вот, за рекламу. А так... Это нормально отлетают, можно даже... Нормально отлетают. Ну вот, да, вот так вот, наверное... Нет, даже... Нет, вот чтобы было идеально, но я просто сейчас вот так выставляю, да, показываю на примере. Вот чтобы вот так было, вот чтобы они вот так вот отлетали. То есть раз, с одного удара, грубо говоря. Вот так вот ставите, и все у вас будет чики-брыки. Чики-прыки, да? То есть примерно вот должно быть вот так. А еще хочу сказать по сотворению, ребята. Смотрите постоянно рекламку. Вот эту вот рекламочку немножко посмотрели. Вы разработчикам помогли, пускай им какую-то денежку, да, там упадет людям. Пускай. Все равно игру сделали, как бы. Вот, посмотрели. У меня как раз 1 раз остался. Ну, это я не буду сейчас смотреть. Вам это ни к чему. То есть посмотрели. Вам ничего с этого, в принципе, такого сложного. С другой стороны, вам немножко там накинулось
уровень сотворения, да, то есть бесплатно, в принципе. Все равно вы играете пока в эту игру в этот момент. Вам делать нечего. По лавке скажу, ребята. Надеюсь, кто-то досмотрел до этого момента, потому что, ну, очень на это надеюсь. Ребята говорят по обликам. Облики, ну, такой, конечно, спорный момент. Облики такой спорный момент. Короче, облики суммируются. Это что значит? То есть у меня вот облики, ну, допустим, любой из них, который у вас будет одет, даже если у вас будет такой, даже если вы купите потом за вот эти два облика стоят каждый по 40 тысяч алмазов. Они суммируются. Как где-то можно посмотреть, это можно посмотреть вот здесь. Нажимаете вот эту галочку, и они суммируются. Здесь вот все эффекты. То есть независимо от того, что надет на вас облик или просто он у вас есть, все покажется. Кстати, кто хочет, если вы это посмотрели видео на ивент, вот здесь в облики заходите, да, чтобы посмотреть, какие дают вот эти облики эффекты. Но я об этом не знал. Обосрался, короче, грубо говоря. Заходите в облики, и вот здесь вот эти два скина. Вот они. Ну, я бы выбрал, конечно, вот это. Но я обосрался. Так. По обликам поняли, да? То есть они суммируются все, которые у вас есть. Все. Так, по лавке. По лавке еще такой момент. Каждый день, ребятки, покупайте вот эти вот ключи из кости дракона. Не жалейте 4000 алмазов, как бы. А это отобьется, поверьте мне. И смотрите рекламку. Рекламку вот 600 алмазов за 3 рекламки. Это хоть и немного, ну и вам это труда не составит. А если смотреть на будущее, то нормальный такой буст. Вот. По ключам, я сказал, по вот этим ключам. Ключи из кости дракона. Только их покупайте, остальные можете забить нафиг. Вот. Это вот они, земли драконов. Здесь выбивается вот такая вот штучка, вот эти кристальчики, как они там называются. Как они называются? Рубины. Выбиваются рубины. И здесь пробуждение. Качаются показатели пробуждения. То есть, даже если вы купите на 2 ключа в день, вы уже будете впереди на тех, кто их не купит, понимаете? То есть, вы уже, считай, на 2 дня будете впереди, ну не на 2, на день будете впереди тех, кто их не купил, кто их пропустил. Это, ну вот, просто поверьте на слово и покупайте каждый раз. Вы потом поймете все, ребят. Просто делайте. Я понимаю, информация сейчас сложная поступает по большей части, то есть непонятное, что и как. Но я стараюсь рассказать все моменты. Что еще? В клане посещайте клан каждый день. То есть, если вас взяли в клан, зашли, посещаемость нажали, все. В клановой лавке. В клановой лавке алмазики. Я сначала брал алмазики, а потом отдуплился и, короче, беру вот эту штучку. Очки мастерства. Ну, мне кажется, почему-то это лучшее вложение, чем алмазик. Не знаю, может я не прав, ну, каждому свое. Я покупаю вот это постоянно. То есть, и даже если у меня осталось на остатки, да, клановые монеты остались, я просто на следующий день их переношу и куплю в 2 раза больше завтра. Это что касаемо этого. По миссиям, многие говорят, что забираются вот эти вот, то есть у вас когда откроются миссии, оно забирается, да, но я как бы никогда не чувствовал, что оно забирается. Ну, забирается. Я, ну, вот хоть убей, бляха-муха, ни разу не чувствовал, что они у меня забрались. Так, а что вам еще рассказать? Ну, наверное, в принципе, все. Ну, по испытаниям, адамантовая пещера, если что, это... Ой, ну, сердоликовая пещера — это адамантовые рудники. Это, ну, тоже такой вопрос возникает. Там пройдите сердоликовую пещеру. Что такое сердолик? Где она? Ёлки-палки, а вот она. Вот она. Это сердолик. Вот он, сердолик. Здесь вот. Вот он, сердолик. Нажимаете, все показано. Способ получения, этапы, адамантовые рудники. Этапы, вот они, адамантовые рудники, ну, вы видели. Червонные кости. Что касаемо фарма, можете посмотреть ролики. У меня есть ролики на канале. Я, конечно, там накосипорил. Ну, там показано онлайн, чем отличается, офлайн, чем отличается, и вообще АФК. АФК, ребята, режим, он отличается тем, что вы фармите в любом случае, хоть хотите вы этого, хоть или нет, но вы фармите на самом последнем этапе, который у вас есть. Когда вы фармите в ручном режиме или в спящем режиме, вот он, спящий режим,
вы фармите на той карте, которую вы указали. Чем это хорошо? Чем это хорошо? Хорошо это тем, что тем самым вы здесь. Я не знаю, я вот это вот... Ну, вы в любом случае больше получаете сердолика, больше получаете зачарованных костей. Это в любом случае. Можете посмотреть видео, там, в принципе, показано. Но это на Кассипорил, еще раз повторяю, потому что я думал то, что... Ну, там надо смотреть, короче. В общем, АФК режим, когда вы выходите из игры именно, он фармит на последнем этапе, а остальные вы можете сами регулировать. И помимо того, что у вас выпадают сердолики, дурелики, вы еще получаете вот это вот, регулярные задания «Победи врагов». Они суммируются, то есть, дойдя до 500, он пойдет дальше. Он наберет 1000, у вас уже будет 100 алмазов вы получите. Ну, то есть, вы будете алмазики получать. Я, короче, скачал себе эмулятор на компьютер. Да, вот он есть. LD Player. Ссылочку оставлю тоже на него, если вам надо будет, да, там в описании где-то. Посмотрите, скачаете, на компьютер себе можете. Ну, и вот так просто ставить, пока там что-то делаете, там, да, свернул ее, да, пускай она работает, да, в принципе. Мешать не будет, я думаю. Ну, хотя, как по мощности компьютера смотреть, непонятно тоже такой момент. Либо же, если у вас есть телефончик какой-то там упыханный, старенький, да, там на нем открыли, поставили его на зарядку и забыли. На своем телефоне не советую открывать, потому что упыхаете батарею. Ну, это довольно-таки известный факт. Не делайте этого, короче. Ну, надеюсь, я что-то какие-то внес коррективы, какие-то знания вам стали полезными. Если что, отпишитесь в комментариях. Если я где-то не прав, или старые игроки это посмотрели, которые могут дать совет какой-то дополнительный, который я не озвучил, или я что-то неправильно опять же таки сказал, напишите это в комментариях, исправьте меня. Пускай игроки помладше, новые ребята почитают, посмотрят и для себя что-то определят последовательность. Все, всем спасибо, всем пока.